То, что произошло на концерте BTS в Брюсселе, заставило многотысячный стадион замереть от ужаса. Прямо посреди выступления музыка резко оборвалась, Чимин внезапно закричал в микрофон, а Намджун потребовал немедленно прекратить шоу. В эту секунду мемберы полностью замолчали и начали растерянно всматриваться в темноту фан-зоны, координируя действия охраны. Что именно парни заметили со сцены и почему фанаты по всему миру до сих пор не могут сдержать слез? Вы будете поражены, когда узнаете, что произошло за кулисами в этот момент. Смотрите, как это было. В рамках своего масштабного всемирного турне под названием Arirang легендарная группа BTS отыграла 2 невероятных концерта в Брюсселе. Для Бельгии это событие стало историческим, ведь за все 13 лет существования коллектива парни приехали сюда с сольными выступлениями впервые. Разумеется, ожидания фанатов были запредельными. С первых минут на стадионе царила неописуемая атмосфера, многотысячная публика буквально содрогалась от восторга, а мощные, идеально синхронные фанчанты армия разносились далеко за пределы самой арены. Участники бойс-бенда были до глубины души тронуты таким невероятно горячим приемом бельгийских поклонников. Как и всегда, бантаны выкладывались на сцене на полную мощность, отдавая фанатам всю свою энергию. Однако во время второго шоу всеобщее веселье и драйв в один миг сменились пугающей тишиной. Это произошло прямо перед началом секции песен-сюрпризов, которую так ждал весь зал. В этот момент эмоции на стадионе достигли своего пика, а в зоне прямо у сцены из-за сильной духоты и перенапряжения людям стало физически тяжело дышать. Не выдержав такой нагрузки, одна из поклонниц потеряла сознание и упала на пол. Первым, что в толпе происходит неладное, заметил Чимин. В перерыве между композициями он общался с залом, но мгновенно замолчал и прервал свою речь, как только увидел панику и суматоху в фан-зоне. Похоже, там кто-то упал. Там что-то стряслось, пожалуйста, разберитесь с этим как можно скорее. С явным волнением в голосе стал координировать Чимин, указывая стаффу точное направление. В ту же секунду все внимание группы переключилось на пострадавшую девушку. Пока медицинский персонал пытался пробраться сквозь плотные ряды зрителей, бантаны буквально примерили на себя роль регулировщиков и спасателей. Лидер группы Намджун настоял на том, чтобы полностью остановить концерт. Он твердо заявил, что здоровье и безопасность армии в данный момент – это главный приоритет. Не сводя обеспокоенного взгляда с фан-сектора, он лично руководил действиями секьюрити и врачей прямо со сцены. Все участники замерли в тревожном ожидании, внимательно всматриваясь в толпу. Парни буквально по шагам вели медиков к месту происшествия, подсказывая дорогу через свои микрофоны. Там уже освободили проход, но, мне кажется, вам будет удобнее подойти с другой стороны, сзади. BTS принципиально не возобновляли выступление до тех пор, пока девушку окончательно не передали в руки квалифицированных докторов. После того, как пострадавшие оказали помощь, Намджун строго, но с невероятной теплотой и заботой обратился к многотысячной аудитории, напоминая о важности безопасности. Пожалуйста, обязательно попейте воды, не падайте в обморок. И хотя в итоге концерт благополучно завершился на грандиозной и триумфальной ноте, Чимин даже в самом конце вечера так и не смог полностью успокоиться. Прощаясь со стадионом, он тихо признался залу: «Мне очень интересно, все ли в порядке с тем человеком. Я до сих пор сильно переживаю за нее». Этот случай в Брюсселе в очередной раз доказал армии по всему миру истину, в которой они и так никогда не сомневались. Для участников BTS человеческая жизнь и безопасность их поклонников всегда будут стоять на первом месте, затмевая любое, даже самое масштабное и высокобюджетное шоу. Социальные сети мгновенно заполнились волной гордости и искренней благодарности. «Мы определенно стынем правильную группу», — в один голос заявляют фанаты из разных уголков планеты. Похоже, совсем скоро интернет-пространство заполнит публикации от той самой девушки, которая потеряла сознание на стадионе. Сложно даже представить ее шок, когда она придет в себя и осознает. Пока врачи оказывали ей помощь, айдолы буквально не сводили с нее глаз, полностью остановили концерт, руководили персоналом и искренне сопереживали со сцены. Наверняка вскоре мы услышим эту трогательную историю из первых уст о том, каково это – очнуться и узнать, что о твоем самочувствии так сильно пеклись сами бантаны. Подобные моменты наглядно демонстрируют,
насколько сильно парни дорожат абсолютно каждым человеком в толпе.